Российский супертяж Александр Волков в 21-м успешно погасил звезду ММА в лице Алистара Оверима, после чего голландского ветерана выбило за пределы лучшего промоушена планеты. Потенциально уже в этом году мы можем обрести нового чемпа самой престижной весовой категории ММА, но для этого Драго нужно пройти его следующую цель. Соперником россиянина по битве на UFC Fight Night станет непобежденный проспект Сирил Ган. Хочешь узнать, как закончится бой? Мы тоже. Так что не забудь поставить лайк и погнали к прогнозу. Несколько раз на чемпионском пути Саню останавливали американские бойцы. Сначала он зачем-то полез в абсолютно ненужный размен в битве с Дериком Льюисом, на итог которого до сих пор без слез не взглянешь. А после этого принял битву с Кертисом Блейдсом, который совсем неудобен Сане стилистически. Сейчас, благо, против Волкова выступит француз, но француз далеко не простой. Как мы знаем, долгое время ММА во Франции находилась под запретом, поэтому бойцы оттуда были вынуждены уезжать в другие страны, дабы набираться опыта у мастеров БЖЖ, тайского бокса и вольной борьбы. Сирил впитал в себя все, что может понадобиться бойцу ММА. Его атлетизм по-настоящему пугает, и, казалось бы, атлет с такими габаритами не может работать в быстром темпе все 5 раундов, но Ган уникум, которого стоит опасаться. К счастью, у Сани есть что ему противопоставить. Заинтриговали? Вперед к разбору. Стартанем с антропометрии, где, что уже стало неожиданностью для Гана, он проигрывает в росте своему сопернику. Было ли когда-либо подобное в карьере француза? Да, но Дантейла Мейса, при всем уважении к бойцу, мы в один ряд с Волковым не можем поставить. Для нашего парня же не привыкать, что он заметно выше своей оппозиции. При этом в момент боя Саня будет тяжелее соперника, ибо специально к Овериму он набрал мышечной массы. Это может позволить Драго лучше чувствовать себя в следующей битве. Что касается Рича, то он практически идентичен. Размах у Гана чуть больше, но на исход боя это никак не влияет. Следующий аспект для разбора – кардио бойцов, и здесь мы как будто очутились в полусредней или легкой весовых категориях, где с дыхалкой у атлетов все куда лучше, нежели у массивных тяжей. Ган – король кардио, у него все просто шикарно по части выносливости, и каких-либо нареканий, даже несмотря на задаваемый им высокий темп, мы высказать не можем. Относительно Сани все то же самое. Пусть порой он выглядит так, будто только что поработал на эрбайке, но на футворк бойца и силу удара это никак не влияет. Несколько раз за карьеру он преодолевал чемпионскую дистанцию, причем преодолевал, достаточно уверенно. Кстати, что там по опыту? Рекорд Саши – 33 победы и 8 поражений. Трижды он заходил на чемпионскую дистанцию, и дважды его бои проходили все отведенные на них 25 минут. При этом уступил на ней атлет лишь Кертису Блейдсу, тогда как Фабрисио Вердума ярко нокаутировал в 4-м раунде, а Ричарда Хейла в Белике прошел единогласным решением. У Сирила боев в 5 раз меньше, и как следствие подобного опыта выступления на высочайшем уровне он не имел. В этом и заключается первый плюс для Сани. Он бился с разношерстной оппозицией, тогда как против Гана выставляли либо ноунеймов, либо ударников. До Санто здесь не в счет, так как некогда мастер БЖЖ борьбу на практике не применял уже очень давно. А 5-раундовых боев у Гана только одна штука. И пусть Сирил провел битву с Розенстрайком гиперуверенно, как пройдет его следующая подобная баталия, это тот еще вопрос. А теперь самое долгожданное – ударка, где все будет повязано на противостоянии двух стилей. Тут у нас чемпион французской федерации Муай-Тай в тяжелом весе против чемпиона Москвы по карате. И с ударкой у бойцов все действительно круто. У Сирила все завязано на его манере передвижения. У француза потрясающий футворк, который мешает его оппозиции сконцентрироваться на атаках бойца. С каждым подшагом он может делать сразу несколько действий. Как правило, это либо удар ногой по ногам или туловищу соперника, либо двойка джебов. При этом, если вы обратите внимание на технику бойца, то он никогда не совершает лишних движений при попытке отхода от атаки соперника. Как правило, это 2-3 шага и мощная контратака. Так что первым номером Сане поработать не удастся. Как же тогда будет действовать наш боец? Подобных Гану универсалов в карьере Волкова в UFC не было. Он дрался либо с борцухами, либо с ударниками. И, к слову, Дереку Льюису Саня проиграл. Да, у Дерека нет такого футворка, но на руках он хорош и точно мог бы дать бой тому же французу. Волков в своих боях привык накидывать дефолтные двойки и крюки, комбинируя их с постоянными киками по этажам. В основном это приносит успех на дистанции, но и нокаутирующей мощью, особенно в своей нынешней формации,
информации Драгу обладает. Тем не менее, предпочтение в стойке получает француз. Он слишком быстр для тяжеловеса, и несколько тяжелых ударов могут стать для Сани серьезной проблемой. Может быть, в борьбе что-то получится? Увы, мы вас разочаруем. У Гана, несмотря на топовую ударку, прекрасно проработана еще и борьба. В плане приемов он вообще является одним из лучших в весе. Разве что Алексей Олейник мог бы дать ему равный грэпплерский поединок. Лучше всего за нас скажет статистика. У бойца 8 профессиональных боев, 3 из них он завершил сабмишеном. Причем в UFC он одолел оппозицию весьма редкими скручиванием пятки и ручным треугольником. В плане переводов у француза все великолепно. Техникой он обладает, прекрасно осознает, как именно подбивать точку опоры и выходить победителем из клинча. Саша же в последнее время показал заметный прогресс в борьбе. Да, в очной схватке с Кертисом Блейдсом он уступил именно из-за грэпплинга, но засабмитить россиянин себя не дал, что наглядно показывает его высокий уровень защиты. Перевести Драга по-прежнему просто, ибо с центром тяжести он работает не так хорошо, как тот же Ган. В то же время есть и плюсы. В граунд-энд-паунде Саня чувствует себя уверенно как в атаке, так и в защите. Он не только может на топовом уровне выйти из-под ударов оппозиции, но и сам попасть в удобное положение, обстреливая соперника, который находится под ним. Ну что, вынесем свой вердикт. Опыт может помочь Сане продержаться всю чемпионскую дистанцию. Если его не станут бороть с самых первых секунд, то по дыхалке наш боец не просядет. Ган же в любом случае будет чувствовать себя уверенно, так как привык биться первым номером. У Сирила практически нет слабых сторон по части защиты в стойке, но с базовыми каратистами в ММА он еще не бился. Тем не менее, база Муай-Тай дает ему представление о том, что будет показывать Волков. Сане же часто придется закрываться от ударов. Подбородок у него может принять мощный выпад Сирила, а защищаться наш боец умеет. Кроме того, он умеет и контратаковать, что для Сирила может стать неожиданностью, ибо с контрпанчерами даже в Муай-Тай он толком не работал. Если битва пройдет всю дистанцию, то победу в ней с большей вероятностью одержит Сирил Ган. На него мы и предлагаем поставить по итогам нашего прогноза. Согласны ли вы с нашим мнением? Делитесь своим в комментариях, не забывайте ставить лайк и подпишитесь на канал, у нас много интересного. Скоро увидимся.